Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И мы прилетели в Индонезию. Остров Ява. На Яве 35 действующих вулканов. Так красиво рассказываешь, я теперь тоже хочу их увидеть. Орел. Решка. Так хорошо, что хочется станцевать свои чувства, понимаешь? Лучше отойди, я сейчас как вулкан. Взорвусь. Пацаны, до вулкана за 100. Если планета Земля наш дом, то индонезийский остров Ява – это ее раскаленная печь. Только на Яве извергается одновременно 4 десятка вулканов. И каждый из них знает 101 способ, как тебя убить. Облака ядовитых газов, озера с сернистой кислотой, Оползни и лавовые бомбы. Настоящее пекло. О, мой бог! Bener ya. Welcome to Indonesia! Для путешествия по вулканам мне понадобится самое лучшее. Toyota Land Cruiser 40. Это настоящий вулканоход. Широченные колеса, чтобы бороздить лавовые поля. Высокий просвет, чтобы не застрять на бездорожье. И крепкая лебедка, чтобы вытащить из любой передряги. Торс стальной. Может перевернуться и поехать дальше спокойно. К чему эти факты? Поехали! Поезда, маршрутки, автобусы. Ничего этого в аэропорту нет. В аэропорту Маланга вообще нет общественного транспорта. Голяк. Так что вариант один. Такси. Сначала покупаешь специальный билетик в кассе, Готово. Поехали. а потом отдаешь его таксисту. Тариф фиксированный, так что можно не переживать. Таксист точно не сдерет с тебя больше, чем положено. Вполне себе по-богатому буду добираться. Let's go. Кожаный салон, личный водитель, мягкий коврик, видимо, чтобы не нагревался салон. Как будто овцу трогаешь, фиолетовую, правда. Парень постоянно улыбается, очень позитивный водитель у меня. How are you? Я не знаю, как там Алина, но я себя чувствую прям по-богатому. Послушайте, ну надо было чем-то жертвовать. Либо я еду красиво, вся такая дамочка, либо я еду на вулкан. Вулкано! Вулкано! Индонезию можно безоговорочно считать уникальнейшей страной. Она только одна такая, потому что 78 действующих вулканов на территории страны. И 35 из них только на одном острове Ява. Ну вот представьте, это как пол Белоруссии и все в вулканах. В горячем сердце планеты находимся. Свое знакомство с вулканами мы начинаем с города Маланг. Город зажат в объятиях вулканов со всех 4 сторон. На западе Тихий Кави. На севере братья-близнецы Арджуна Велиранг.
На востоке Брома с гигантским кратером. Но за главного тут самый непредсказуемый и опасный вулкан Семеру. А что это за вулкан? Это Баток. Он уже давно крепко и мирно спит. А это опасный Брома, который уже 20 лет дышит смертельным огнем. Звучит это все очень жутко. Но я просто обязана подняться и заглянуть в эту кипящую преисподнюю вулкана Брома. Я уступаю Алине вулкан пониже, а сам заберусь на смертоносный вулкан Семеру. И если повезет, увижу его извержение. Прежде чем отправиться в царство лавы и пепла, я решил надышаться свежим воздухом и заодно познакомиться с Малангом поближе. Маланг с индонезийского переводится как «бедный». У нас это был бы Бедняковск. Город однообразный и действительно бедный на интересности. Но кое-что здесь все-таки имеется. Мечеть, парк и одно очень яркое место. Это цветные районы. Цветные, в смысле, реально цвет. Какое тут многоцветие. Я тут самый бледный. Это были самые бедные районы Маланга, пока местные студенты-активисты не придумали их разукрасить. Примерно вот так трущобы выглядели раньше. Но 2 тонны краски сотворили чудо. Правда, есть разница. Теперь сюда приходят туристы, платят за вход, покупают еду, сувениры и фоткаются. Ну, а район вышел из серости и депрессничка. Это прям картинная галерея под открытым небом. Тут и креативные 3D-рисунки. No, please, God! И индонезийский театр теней. Можно купить чудные яванские сувениры. Братья-близнецы нас разлучили в детстве. Или сделать креативные фотки. И знаете, похоже, яркие цвета действительно влияют на людей. Все тут какие-то очень веселые и доброжелательные. Вот так несколько тысяч ведер краски изменили жизнь нескольких тысяч человек. Мой гарем. Если бы я был индонезийцем, за мной всегда бы ходило столько жен. Inang Risma kesampean. Забраться на кратер вулкана – это тебе не в Диснейленд сходить. Это опасно и, если честно, очень страшно. Но самое невероятное, что есть люди, которые живут прямо на вулкане. И мой новый знакомый Багуш как раз родом из этой деревушки. Неужели вы совсем не боитесь? Нет, абсолютно. А как вы вообще узнаете, что извержение началось? В каждом селе есть люди с рациями, которые сразу оповещают, что началось извержение. Я не знаю, какой-то, может быть, сирены должны включаться, а так пару человек, которые оббегают село, а вдруг кого-то пропустили. Проснулся, у тебя вокруг лава. Не очень приятное утро. А сколько времени у вас есть на эвакуацию? Самое ближайшее поселение находится в 13 километрах от кратера, поэтому у них есть всего 10-15 минут. Стоп. Вы уверены? 10-15 минут на эвакуацию? Да. Мне кажется, я даже дома документы все не найду за 10 минут.
Окей. А у вас заготовлены какие-то папки с документами или коробки с вещами? Нет, что успел схватить, с тем и побежал. О, мой бог! Но ты не переживай. Мои родственники могут сделать так, чтобы во время твоего восхождения вулкан не бушевал. Мы приехали в деревушку, где живет древний народ тенгеры. Они живут здесь вот уже 500 лет. И по сей день на склоне вулканов фактически каждый день ты засыпаешь и просыпаешься на пороховой бочке. Hello. Здравствуйте, меня зовут Алина. А я мистер Йона. Приятно познакомиться. Проходи, садись. Вулкан даже дома. А это у вас вулкан? Да, Спасибо, что приняли меня у себя в гостях. Мне очень интересно узнать про ваш народ. 500 лет назад на Яву пришел ислам, и наши предки сбежали от преследования сюда, на вулкан. С тех пор здесь и обосновался народ тенгер. Вы живете здесь 500 лет. Почему до сих пор не переехали отсюда? Ведь здесь очень опасно. А зачем? Мы не боимся вулкана, ведь он дарит нам плодородную землю и хороший урожай. Вулкан наш друг, и мы верим, что он нас защитит. В 2012 году случилось извержение. Вы же были тогда здесь? Что вообще происходило? Даже представить себе не могу такое. Да, я никогда не забуду тот день. Было очень страшно. Деревню засыпало толстым слоем пепла. Всех хотели эвакуировать, но мы остались здесь. Мы молились изо всех сил и до последнего верили, что вулкан нас не тронет. И действительно, произошло чудо. Вот что делает вера. Удивительно. Да, вера способна на многое. Так что верь и смело иди на вулкан. Он тебя не тронет. Но я боюсь. Что делать? Правда боюсь. Мы можем провести для тебя ритуал задабривания вулкана. И тогда ваша встреча точно пройдет гладко. О, это было бы здорово. Сегодня выжил. На Яве очень популярны сате. Это такие маленькие шашлычки из чего угодно. Очень дешевые и сытные. А я бедный и голодный, так что мне подходит. Тут эти кафешки, кстати, на каждом шагу. Бука, кафе для хмурых. Hello. Hello. Hi. А это сате? Я like small. Yeah. А, смотрите, тут первая же строчка ландак. Видимо, фирменное их блюдо. А что такое ландак? Ландак. Это что-то хорошее? It's, what? Так а что такое ландак? Это курица или это корова? Cow. Ландак. 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 Landak. Ini biawa. Biawa. Tahu biawa? Все, рубрика трудности перевода. Я не понимаю ее. Bulus. Ini bulus. Булюс. Buat sate. Сате. Да, сате, но ландак, что это такое? Tak ngerti? Nanti aja ke sana yuk. Tak lihat, tak kasih tahu ya. Она меня куда-то выгуливает. Все? Вы меня выгоняете из кафе? Ya. Landa. Ini landa. Landa. Это он? Landa. Landa. Это что, ландак? Ландак? Да, это он. Воу! Landa. Tahu landa? Ландак — это дикобраз. Вы... Подождите, как вы... Ау! О! Ребята, господи, посмотрите. Посмотрите, какой он милый. Это же дикобраз. How you can... Как вы можете есть такое милое животное? Animal. Из него получается очень вкусное сате. Охотиться на дикобразов в Индонезии уже год как запрещено. Но в некоторых местах их все еще едят. Местные уверены, что такое блюдо улучшает потенцию. Они это едят, они это реально едят. Делают его, просто рубят и делают из этого шашлыки. Вы серьезно?
Ребят, посмотрите, какие лапки. Он ко мне лезет, он даже кусает как-то мило. Не-не-не, я не буду дикообразятина. Но и оставить так его не могу. Так, а сколько стоит один живой дикобраз? 50. $1? Да. $50. Если я сейчас за него заплачу, накрылись все мои вулканы и Семеру. Прости, дружище. Дружище, прости, я не могу тебя выкупить. Но я точно тебя не буду есть. Извините, я не буду есть. Sorry. No. Может, у вас есть что-то еще? Да, что-нибудь найдем. Она вместо дикобраза предложила мне вот эту мерзкую ящерку. Это варан. Водяной варан – гигантская ящерица, которая вырастает до 3 метров в длину. Слушайте, ну вот эту мерзость хотя бы не жалко. Ну и тем более уже все отрезано, это не хвост, вряд ли отрастет. Кстати, у меня еще с Бангкока с варанами свои счеты. Я тебя запомнил. Окей, this. За него руки помыть. Thank you. Вот и мой варан. Вернее, все, что от него осталось. Вообще, особенность индонезийской кухни в сильной обжарке и высушивании мяса и гарниров. Вот они, традиции налицо. Мускулистый, мощный и упитанный варан. Реально маленькие, малюсенькие шашлычки. Так и не поймешь, что это бывший варан. Слушайте, варан очень вкусный. Знаете, это как будто бы немножко жестковатая курица под соусом, такая курица терияки. Единственное, очень долго приходится разжевывать, чтобы почувствовать вкус мяса. И такой тренажер для челюстей стоит $2. Чтобы задобрить вулкан, нужно приготовить особое ритуальное блюдо тумпэнг. Видите, оно даже по форме напоминает вулкан. Ритуал уже начался. Тихонечко. Сначала старейшины племени тенгеров, дуканы, читают молитвы. А потом воскуривают благовония, призывая милость богов. А теперь самый важный этап ритуала – снятие верхушки тумпэнга. Обычно это делают старейшины, ну или почетные гости, которые заплатили за ритуал $150. Тумпэнг имеет особый сакральный смысл. Верхушка конуса из желтого риса символизирует Бога, а блюда вокруг – дары природы. Мясо символизирует животных, рыба – морских существ, яйцо – птиц, а овощи и фрукты – растения. А вот эти кусочки – это пара людей. С красной серединкой – это женщина, а с белой – мужчина. Остальные 5 кусочков – их дети. А после всех молитв все эти блюда просто едят. Есть такое маленькое ощущение, что я объедаю Бога, как бы он не разгневался на меня. Не переживай. Так мы, наоборот, выражаем богам благодарность. Кстати, вот и они. В этой связке 25 монет, и каждая из них – это дух вулкана. Здесь есть монеты Брома и Семеру. Трапеза закончена, и сейчас нам необходимо сделать подношение богу Сангкянгдиваса. Для этого надо набрать продуктов и подняться в священную пещеру. Не могу сказать, что идти просто. Тут фактически песок, это пепел. Ноги едут. Ох, как видите, святое место пусто не бывает. Много людей. На
Надеюсь, что теперь мы с Бромом подружимся, и он не станет воспринимать меня как непрошенного гостя. Смотришь на это все и веришь во что-то большее. Если у тебя минимум денег, на вулкан придется ехать с кучей пересадок. Сначала идем на местную маршрутку. Их тут называют Анкот. Проезд меньше $1. Здравствуйте. На ту сторону, хорошо? Так вот, на перекладных и буду добираться. Надеюсь, эта уютная корыто доедет. Прикольно с дверьми придумали. И дверь, и кондиционер. That's all? Мы уже приехали? Sorry. Подбираем. Ай. Люди здесь, конечно, невероятные. Мне кажется, у них два состояния. Улыбка и широченная улыбка. Поехали со мной на Семеру. Говорить не может. Дела, быт. Из-за того, что двери нараспашку, выходить можно, когда захочется. Оп! Bye. Теперь нужно взять мототакси. И почти за $10 индонезийский байкер довезет куда угодно. После ритуала я отправилась на свидание с вулканом Брома. Путь к нему лежит через море черного вулканического пепла, толстенный слой которого накопился после сотен извержений. Картина, я вам скажу, постапокалиптичная. Посмотрите только. Сейчас Алина, вулканолог, объяснит, как получилось это место. 800 тысяч лет назад здесь был огромный вулкан Тенгер, который извергал лаву из недр земли. Но когда резервуар с магмой опустел, вулкан обвалился. И получился огромный кратер – кальдера, внутри которой выросло несколько вулканов поменьше. Огромное море, действительно море пепла. Вулканы прямо передо мной. Привет. Чудо света. Итак, вот я и у подножия самого высокого, самого опасного, главного вулкана острова Ява – Семеру. Для неподготовленных туристов восхождение на вулкан длится 3 дня, для профессионалов – 2. И только самые обезбашенные поднимаются на вершину всего за сутки. Ни 3, ни 2 дней у меня нет. И если я хочу увидеть вулкан, то должен не тратить время на еду и сон, а только идти и идти вверх. Скоро упаду. Пить хочется просто капец. Все равно дойду до конца. Это будет восхождение на пределе человеческих возможностей. Хочется умереть. Но нельзя приехать к вулканам и не увидеть, как они извергаются. Вы же понимаете, что просто так забраться на вулкан нельзя, ну, если у тебя нет запасных жизней. Во-первых, нужна справка от врача. Это все? Да. Спасибо большое. Шикарный профи. Посмотрел 2 руки, 2 ноги, моргаю, дышу, проверил пульс. Все, здоров. Во-вторых, средства защиты, вон, маска, очки, фонарик, ну и вода и питье. И палатка, да и экипировка. Я знал, что, возможно, полезу на вулкан, поэтому запихнул в рюкзак все необходимое. Идем на Семеру. В
Семеру одного не ждут. Ах, да. Еще нужно купить билет в национальный парк за $21. Вот теперь точно все. Держите, все есть. Ты что, один? Да, я сам приехал. Yes. Нет, ты не можешь пройти. Why? Почему? У меня же есть справка и все, что нужно. I have all. Нет, тебе нужен гид. What? Гид? Без гида нельзя. И сколько же стоит гид? $80. $80? Да у меня нет столько денег. Look, я адекватный, у меня справочка от врача есть. Со мной все в порядке, я могу пойти. Alone. Можешь, но только с гидом. У меня просто нет таких денег. То есть нужно, видимо, пытаться кому-то приткнуться, к какой-то группе. Ладно, Окей. возвращаться туда? Да. Спасибо. Thank you. Сходил на вулкан. Sorry. Hello. Привет, вы идете на Семеру? Да. А можно пойти с вами? Можно я пойду с вами на вулкан? У меня есть все разрешения. Я очень хочу на него подняться. У меня есть только один день. Тебе нужно 3 ночи. Можно пойти с вами? Нет, извини, я не могу. Ну, окей. Я с другом. Они уже спустились. Извините, вы говорите по-английски? Да. I can't... Можно пойти с вами на Семеру? Я помогу вам нести вещи, у меня есть все нужные бумаги. Можно глянуть? Да, конечно. Of course I have Ну for... хорошо, только учти, мы будем идти быстро. Если не успеваешь, ждать никто не будет. Хорошо, спасибо, ребят. Тебя как зовут? Антон, thank you. Я Кибри. Дани. Кибри, спасибо. Ребят, спасибо огромное. Как бы ты ни готовился, какие бы ритуалы ни проводил, восхождение на вулкан – дело очень волнительное. Ребят, это самый известный вулкан Брома во всей кальдере Тенгер. Посмотрите, видите эти жилки, как будто вены? Вот по ним буквально недавно, в 2012 году, текла лава. Лава. Смотрите, это все пепел. И причем здесь пепел от нескольких извержений. Видите, какие разные слои разных цветов. Если вы думаете, что он твердый, как камень... Нет, оно крохкое, как песочное печенье. И весь путь к жерлу вулкана из этой хрупкой породы, которая в любой момент может съехать вниз вместе с тобой. Но риск того стоит. Хочется себя потише вести, чтобы, не дай бог. Когда смотрела издалека, мне казалось, что над вулканом просто повисли облака. А здесь прям видно, как изнутри идет газ. Тут даже немного сложно дышать. Очень чувствуется сера. Звук прямо из жерла идет такой какой-то звук. Как будто чайник кипит. Кибри, а какой участок считается самым опасным? Самое сложное начнется возле вершины. Там крутой склон, примерно 75 градусов. Это же почти как отвесная скала. А еще наверху сильный ветер, который может сдуть тебя прямо в кратер. А были какие-то смертельные случаи? Да, конечно. Жертв сотни. Во время последнего мощного взрыва тут погибла целая группа вулканологов. А в 2016 году пропали без вести 2 туристов. Об этом писали во всех газетах. Парень из Швейцарии и девушка из Франции. Говорят, ветер был настолько сильный, что сбивал с ног. Француженка подскользнулась и упала со склона. Через несколько дней девушку спас гид, а вот парня до сих пор не нашли. Не хотелось бы, если честно, становиться очередной жертвой. От чего вообще можно погибнуть на вулкане?
Причин много. Сильный ветер, извержение, а еще ядовитые газы. Ты их не видишь и не чувствуешь, но можешь уснуть и не проснуться. Ты знаешь. Будь осторожнее. Я спас тебе жизнь. Спасибо тебе. Сначала путь к вулкану напоминает обычную прогулку по лесу. Но на высоте в 1,5 километра начинается какой-то парк юрского периода. Папоротники размером с деревья. Обезьяны, похожие на духов леса. Обезьяна-самоубийца. Посмотри, что она творит. И вообще кажется, что где-то там в зарослях прячется гигантский динозавр. Кибри! Кибри, подожди меня. Just a second. Sorry, I hear you sing. You sing. Woo! Hi, nice to meet you. Indonesian paradise. Indonesia. Oh, think twice. It's a time for you and me. Indonesian. Woo! Woo! Thank you guys. Thank you. It's yours. That's one. Welcome to Indonesia. А стоит пройти еще 500 метров, и видишь особенное место. Вы видите это? Живой? Спасибо, пацаны, спасли. Ну, красиво. Я хотел сказать, что это особенное место – озеро Рану-Кумболо. Обычно туристы здесь устраивают привал. Расслабляются, фотографируются и остаются отдыхать на всю ночь. Я же останусь всего на 5 минут. И снова в путь. Я поверить не могу, что он не спящий вулкан, а действующий. Его последнее мощное извержение было в 2012 году. Тогда из огнедышащей пасти вылетали огромные куски раскаленной лавы, и все вокруг было покрыто толстенным слоем пепла. Ой, иди сюда скорей. Вот это вот самая низкая точка кратера, через которую, собственно, в 2012 году лава текла вот туда вот вниз. Прям видно хорошо. А, с ума сойти. Ой! Так, держи меня. Чтобы задобрить вулкан, здесь ежегодно проходит фестиваль «Ядная касада». Тысячи людей приносят сюда подарки и еду и бросают их прямо в жерло вулкана. Сбрасывают даже живых кур и овец. Задобрим Брома подношением и попросим его поспать подольше. Правда, не все брошенное достается духу вулкана. О, Господи, что он делает? Что он, блин, делает такое? Но, не надо туда ходить. Люди сюда приходят и даже просто загадывая желание, бросают что-то из украшений. И потом вот такие зеваки, ну, сумасшедшие, я по-другому назвать не могу, спускаются туда и пытаются что-то найти, либо съестное, либо то, что можно продать. Ну, жутко, посмотрите, ну, оно же все сыпется. Вот я вот ногу ставлю, оно все подо мной едет. Да даже не надо извержения. Там настолько ядовитые газы, что если ты туда упадешь, тебе никто не поможет. Обратно дороги нет. It's a danger. Come back. Hi. What is it?
Ой, здесь картошка. И букеты, которые... Вот точно такой же букетик я внизу купила за $2,5. Ты снова будешь продавать их? Money? You have big family? Yeah. But it's danger, you know? Yeah. It's so danger. It's for you. Thank you. Thank you. Buat sampean. No, no, no. Thank you. Это просто вам. Вылазьте только, пожалуйста. Yeah. Может, каким-то другим способом можно заработать. Я понимаю, что нелегко, но там же можно погибнуть. No? Ты знаешь, как ходить? Представляете, есть своя техника. Чтобы не свалиться вниз, просто чтобы не поехать по песку, надо ходить восьмеркой. Ну, берегите себя. Не надо. Be careful, okay? На сегодня мы ему спасли жизнь. Это наш лагерь? Да, пришли. Ура! Победитель! Ребят, доползли, добежали, дошли. Наш лагерь. Вот здесь будет ночевка. Это последняя остановка перед штурмом вершины. В тихую погоду прямо отсюда слышно, как извергается Семер. Называется это место базовый лагерь Калимати. Спать мы будем 2, максимум 2,5 часа. Несмотря на то, что кажется так светло, на самом деле солнце уже село и очень скоро стемнеет. Так что надо скорее ставить палатки. Аттракцион Лего начинается. Вуаля! Все, готов. Меня сюда привел запах. Пойдем посмотрим. Привет, ребят! Хай! Воу! Воу-воу-воу! Это кто-то из вашей команды? Твой друг? Извините, а кто это? Год! Год, это козел! Просто люди у вершины жарят козла. Слушайте, это так круто. Ты можешь сюда вообще один прийти, можешь вообще без еды прийти, ты все равно никогда не останешься голодным. Они сами предлагают этого козла. Можно попробовать? Исцелитель. Thank you. Спасибо. Жестковато, но они помазали каким-то соусом. И от этого очень сладковатый привкус. Чуть жестче баранины, но на вкус примерно так же. Спасибо, ребят, за козла. Я пошел отдыхать. Успешного вам восхождения. Thank you. Спасибо, ребят. А я тем временем добралась до своего отеля. Это здешний аристократ, шикарный и элегантный пятизвездочный Шалимар Бутик Отель. О, вот это двери. Сколько же лет потратили, чтобы их сделать? Все ручная работа. Если кто не знал, раньше остров Ява был колонией Нидерландов. Поэтому неудивительно, что мой отель выглядит как усадьба богатого голландца. Добро пожаловать в мой президентский сьют. Это самый роскошный номер, который удалось найти на вулканах. И стоит он $700 в сутки. Ой, такие кровати любят все девочки. Потому что чувствуешь себя настоящей принцессой, когда есть такой балдахин. Давайте напрямую. Номер на президентский не тянет. Но после целого дня на вулканах тут так чистенько, так спокойно. И я вот готова заплатить любые деньги, чтобы просто поспать. Предлагаю не откладывать. Можете меня как шаурму завернуть в одеяло?
хотел сказать доброе утро. Но это не утро. И вообще не доброе. Просто меня колбасит от холода. Идти надо. Кибри, я готов. Ready. Надеюсь, сейчас Алина спит сладким безмятежным сном и видит розовых пони. А мы пошли на самую вершину. Ну что, погнали? Да. О, ни пуха, ни пера, ни пепла, ни извержения. Гоу! Путь на вершину Семеру пролегает по глубоким траншеям. Со всех сторон торчат корни, словно щупальца. Индонезийцы верят, что эти туннели в зарослях – вход в подземное царство. И, похоже, это не выдумка. Не становись на камни. Не наступай на камни. Не садись на камни. Не опирайся на камни. Твоя халатность может привести к гибели других людей. Теперь хочется идти еще максимально осторожнее, потому что вот эти мемориальные таблички по пути очень пугают. Но самое сложное только начинается. Все равно дойду до конца, чтобы плюнуть черной ядовитой слюной в этот вулкан. Да, мало же испытаний. Больше троп нет. Только изрезанные оврагами голые склоны и крутой подъем вверх. Ноги просто утопают в песке и съезжают обратно. Вот, смотрите. Он даже более рыхлый, чем песок. Поэтому идти тут практически нереально. Сердце просто колотится, как паровоз. Ноги утопают, мне кажется, туда просто по щиколотку. Опа. У меня палка сломалась. Офигенно. А вот и он. Самый опасный участок. Склон крутизной в 75 градусов. Где-то здесь и пропал бедный швейцарец. Последний участок пути. Последний бой. Он трудный самый. За моей спиной уже открывается настоящая магия. Что ж там будет на вершине? $140 миллионов яванцев живут бок о бок с вулканами. Но, конечно, они не находятся все время в страхе, а тоже умеют развлекаться. Это цветочный сад Бату. Настоящий рай инстаграмщиков. Здесь целая охапка разнообразных фотозон, где можно сделать фоток на год вперед. На каждой точке, куда вы приходите запечатлеть вот это прекрасное навеки, есть фотограф, который помогает вам. Он говорит, какие позы вам стоит принять, куда посмотреть, где улыбнуться. И потом уже на выходе вы получаете весь свой фотоотчет, как я провел лето. Кстати, за каждое фото придется заплатить отдельно. Я все, на велосипеде покаталась. Очень забавно. Оттягивает меня назад. Держусь одной рукой. Не первый сезон в Решке. Было? Спускайте меня. Спускайте, спускайте. Я чувствую себя гусеницей, которая вот-вот
вот станет бабочкой. Ну надо же было до этого додуматься. Вот это все? Хорошо, меня сюда вложили. А как назад? Sorry, guys. I'm ready to go down. Guys. А спонсор моих лайков под фото? Ног уже нет. Замерзло все. Руки, ноги, мозг. Я на 90% состою из этой вулканической пыли. Но я дошел. Я покорил самый главный вулкан Явы — Семеру. Хочется умереть. Посмотрите направо, посмотрите налево. Перед вами чудо света. Восхищайтесь. Невероятно. Я впервые в жизни так близко вижу кратер. Тут уже слышно, как он дышит, пыхтит и рычит. Не верится, что я сейчас иду по действующему вулкану. Что такое? Вот оно, извержение. Там страшно. Семеру мощными взрывами выбрасывает тучи пепла и раскаленного газа. Каждый толчок вызывает локальное землетрясение в 3 балла. Но и это далеко не все, на что способен вулкан. Активнее всего он ночью. Вот тогда вместо дыма из его глотки вырываются фонтаны раскаленной лавы. Вот она, горячая пасть Семеру. То есть этот вулкан знает тысячи способов, как заметно сократить твою жизнь. И все-таки это чудо света. Да, агрессивное, да, опасное, но настоящее чудо света. Так, чем бы мне заняться сегодня вечером? О, у меня же есть премиальная карта MasterCard. Сейчас позвоню в консьерж-сервис, и они обязательно посоветуют мне что-нибудь интересненькое. Алло, консьерж-сервис? Но если вы хотите максимальное количество лайков, тут уже надо покреативить. И можно даже пощекотать нервы. Не только нервы. Для этого нужно приехать на пчелиную ферму. Идем. Привет. Привет. Хочешь красивые фотографии? Да, мне нужны новые фотки. Давай, становись сюда. Окей. Here, stay here? Да, сюда. О, что? А подождите. Нужна же какая-то маска, костюм. Спешл костюм. Нет, никаких костюмов. Ты просто стой спокойно и не двигайся. Я не знаю, что сейчас происходит, но суть в том, что здесь делают какие-то креативные фото с пчелами. Это очень модное место у всех индонезийцев. Давай сюда руки. Sorry? Руки? Да. Подождите, мои руки? Да. Ой, что сейчас будет? Держи руки вот так вот и не раскрывай пальцы, чтобы не зажать пчел. Не зажимать пчел. Окей, не открывать руки. А зачем мы это делаем? О боже, о боже, о боже, о боже.
мне хватит. Добавок, без добавок. Вот теперь можно точно сказать, что у меня мурашки по коже, и это уместно. По мне ходят пчелы. Когда ты смог с собой совладать, через пару минут начинаешь прислушиваться к своим ощущениям. Очень тепло, щекотно, и это приятно. Но я не понимаю, почему они меня не кусают. Потому что это маленькие пчелки. Бэйби, это малыши, детки. Какие хорошие. Где наш оператор? Вот наш оператор. Пашка, иди обниму. А теперь фото на 100 тысяч лайков. Ну и кто теперь опасность, а? Это раунд. Мне кажется, я бы тут до зимы сидел. Но надо идти навстречу с Алиной. Опять долгий спуск вниз. Не надо было вспоминать. Долгий путь вниз. На вулкан я поднимался около 12 часов, и чтобы успеть на встречу с Алиной, надо включить 5-ю передачу. И это при том, что по статистике на спуске больше жертв, чем при подъеме. Но выбора, как и времени, у меня нет. Такой длительный подъем и такой стремительный спуск. Правда, я ноги немного сточил об грунт, но это было круто. Чтобы найти наш вулканический клад, найдите в городе Маланг Шалимар бутик-отель. На выходе поверните направо к итальянскому ресторану «Ля Реджина». Прямо возле него под трубами и спрятана наша бутылка. Удачи! После этих 2 горячих дней я поняла, что жить на вулкане – это, оказывается, не так уж и страшно. Вулкан даже дома. Вот индонезийцы очень неплохо уживаются с вулканом. Для них он просто сосед. Да, немного нервный, вспыльчивый и постоянно ворчит. Как будто чайник кипит. Но если ему не дерзить, он тебя не тронет. А у меня совершенно нет сил делать какие-то выводы. Могу сказать одно. Семеру, спасибо тебе огромное за самый экстремальный и самый безбашенный день рождения. Настоящее чудо света. Я поверить не могу. Спускайте, спускайте. Вуаля! О, мой гарем. Это раунд. Indonesian. Эй, чувак, я тебя вижу! Ты опоздал, я тебя тут жду вечность. Прости, пожалуйста. Привет! Так, спокойно. Ой! А ты где был? Я Да? высоко был. А фотки есть? Фотки? Нет. Ты разве в рюкзак свой не заглядывал? А надо? Ну да. Ах вы ж дети. Я знал, что где-то вы меня подставите. Спасибо. Неужели это мертвый кот? Спасибо. Боже мой. Ребята, спасибо. Ну, открывай. Сейчас. Они снимают все. Это тебе от всей нашей команды. Да ну вы что, сумасшедшие? Офигеть. Спасибо. Ребята, спасибо. Спасибо. Спасибо.
Класс. А мы с вами увидимся в новом чуде света. Новая Гвинея. Дикая и первобытная. Последний рай на земле.